В 2025 году итальянский бренд Loro Piana представили в своей коллекции женский костюм молочного оттенка, который заинтересует рукодельниц, владеющих крючком. Модные журналы уже предлагали связать нам такое платье, а сегодня топ, брюки, панама. При более детальном рассмотрении данного костюма мне показалось, что брюки и панама выполнены машинным вязанием. Можно, конечно, повторить и этот узор крючком, но большой необходимости в этом нет. И к вязанию панамы можно применить узор топа. Свяжите панаму, потренируйтесь, а затем, может быть, и остальной наряд дополните. В этом видео я покажу, как связала свою панаму в стиле Loro Piana. А с вас, конечно, лайки и комментарии. Пишите, понравилось, получилось ли. Если связали из другой пряжи, что из этого вышло. А может быть, вы что-то сделали лучше, чем я. Всем, кто будет вязать вслед за нами, пригодится любая информация. Если вы будете довольны результатом после моего урока, можете меня поблагодарить. Номер карты прикреплю в описании к видео. Любое спасибо, даже размером с маленькую шоколадку, прекрасный стимул продолжать делиться чем-то интересным в общее пространство. У меня панама связана в двух вариантах с небольшими отличиями. В одном варианте арки клеточки провязаны через одну воздушную петлю. В другом варианте через две воздушных петли. Каждый вариант хорош по-своему, но мы будем вязать вариант с одной воздушной петлей, так как он больше похож на оригинал. Для вязания нам понадобится хлопок. Я использовала детский хлопок от Ихорки. 330 метров на 100 грамм. И использовала крючок номер 2. Вы можете использовать любой удобный крючок. Главное, чтобы вам было им удобно вязать, и нить свободно проходила в работе. Первый ряд 9 столбиков без накида. Второй ряд 18 столбиков с одним накидом. В третьем ряду 36 столбиков с одним накидом. В четвертом ряду начинаем провязывать пышные столбики. Вместо кольца амигуруми использую воздушную петлю. Набираю воздушную петлю, вытягиваю ее немного больше, чем обычно. Вторая воздушная петля. Закидываю рабочую нить за крючок. И третьей воздушной петлей закрепляю ниточку. Вот у меня получилось такое небольшое колечко. В кольцо провязываем 9 столбиков без накида. Раз. Два. Еще раз закидываю ниточку за крючок. И потом нам не придется ее прятать. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Расправляю первые столбики равномерно по колечку. Хвостик я обрезала, мы его уже достаточно хорошо упрятали. По верхним петлям пересчитываю количество столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И делаю соединительный столбик под верхние петли первого столбика в ряду. Такое маленькое аккуратное колечко у нас получилось. Делаем 3 воздушных петли подъема, накид. И второй столбик провязываем в эту же петлю основания. В следующую петлю также провязываем 2 столбика с накидом. Провязываем по 2 столбика с одним накидом до конца ряда. Провязали 9 пар столбиков с одним накидом. Всего у нас получилось 18 столбиков. Заканчиваем ряд соединительным столбиком с третьей воздушной петлей начальной цепочки, которая заменяла нам первый столбик с одним накидом. 3 воздушных петли. И следующий ряд у нас точно так же провязывается по 2 столбика с одним накидом в каждый нижний. В эту петлю в начале ряда провязываем столбик с одним накидом. Для провязывания следующего столбика у нас не очень удобно вывернулась петелька, и я захожу таким образом. Разворачиваю крючок и острым носиком ныряю под петлю.
так до конца ряда. По 2 столбика с накидом в каждую петельку нижнего ряда. Провязываем до конца ряда. Заканчиваем ряд, так же, как и предыдущий, и как и все следующие ряды, соединительным столбиком с третьей воздушной петлей начальной цепочки. Посмотрим на 4-й ряд. В 4-м ряду мы начинаем вязать узор. Столбик с одним накидом, пышный столбик, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. 3 воздушных петли подъема заменяют нам первый столбик с одним накидом. Следующий столбик нам нужно провязать пышный столбик. Берем накид, поддеваем нашу неудобную вторую петельку, протягиваем через нее рабочую нить. Второй накид, снова выводим рабочую нить. Третий накид и 4-й накид. Когда 4 накида у нас есть на крючке, проводим рабочую нить сначала через все накиды, а когда у нас на крючке 2 петли, делаем еще 1 воздушную петлю. В следующую петлю нижнего столбика вяжем столбик с одним накидом. До следующего узора делаем промежуток из 1 воздушной петли. И теперь повторяем. Столбик с одним накидом. В следующую петлю пышный столбик из 4 накидов. 1, 2, 3, 4. Сначала собираем накиды, а потом провязываем 2 петли с крючка. Столбик с одним накидом в следующую петлю нижнего ряда. 1 воздушная петля, столбик с накидом, пышный столбик из 4 накидов, собрали, провязали 2 петли, столбик с накидом, воздушная петля до следующего узора. Довязываем так до конца ряда. Провязали 4-й ряд, делаем последнюю воздушную петлю для последней арки и соединительный столбик, 3-ю воздушную петлю начальной цепочки. На вязании последующих рядов заканчивать ряд будем всегда одинаково. У нас всегда будет здесь 1 воздушная петля, всегда соединительный столбик и всегда 3 воздушных петли подъема. Для следующего ряда мы вяжем на каждый узор, провязанный нами в 4-м ряду, 4 столбика с накидом. Первый столбик у нас есть. На пышный столбик провязываем 2 столбика с накидом. И на последний столбик в узоре 1 столбик с накидом. 1 воздушная петля для арки. И на следующем узоре повторяем 4 столбика с одним накидом. В центре провязываем 2 столбика. По краям по 1. Довязываем 5-й ряд до конца. Заканчиваем ряд так же, как и предыдущий. 1 воздушная петля для арки и соединительный столбик, 3-ю воздушную петлю цепочки. 3 воздушных петли цепочки заменяет нам первый столбик. И в этом ряду 1 воздушная петля для арки. Весь ряд мы провязываем арки из 1 воздушной петли. Столбик с одним накидом вяжется на каждый столбик предыдущего ряда. На 2-й столбик столбик с накидом, воздушная петля. На 3-й столбик столбик с накидом, воздушная петля. На 4-й столбик столбик с накидом, воздушная петля. И так продолжаем до конца ряда. Сколько столбиков внизу, столько столбиков наверху. И между каждым столбиком по 1 воздушной петле. Продолжаем так до конца ряда. Заканчиваем 6-й ряд соединительным столбиком с 3-й воздушной петлей начальной цепочки. 3 воздушных петли подъема. В следующем ряду провязываем 7 столбиков с накидом. 1 столбик провязываем на арку. Следующий столбик провязываем на 2-й столбик нижнего ряда. Снова на арку. И снова на столбик нижнего ряда. 6-й столбик провязываем на арку и 7-й на последний столбик в узоре нижнего ряда. Всего получается 7 столбиков с одним накидом. 1 воздушная петля для арки. И следующие 7 столбиков для следующего сектора в узоре.
Провязываем 7 ряд до конца, заканчиваем так же, как и все предыдущие ряды. Закончили 7 ряд арочкой из одной воздушной петли, соединительным столбиком и 3 воздушных петли подъема. В следующем ряду, 8, мы начинаем вязать середину квадратного мотива пышный столбик. Первый столбик в узоре мы провязали. Вяжем второй столбик с накидом. Одна воздушная петля. Внизу одну воздушную петлю пропускаем. В середину узора вяжем пышный столбик. Первый накид, второй накид, третий накид, четвертый накид. Собираем все накиды, и когда у нас 2 петли на крючке, провязываем их вместе. Одна воздушная петля, и на крайние 2 столбика предыдущего ряда провязываем 2 столбика с накидом. Одна воздушная петля, и переходим к узору на следующем секторе. Итак, 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, пышный столбик, 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом. По краям от пышного столбика у нас по воздушной петле внизу и наверху. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, 1 воздушная петля сверху, 1 петлю пропустили внизу, пышный столбик, второй накид, третий накид, четвертый накид. Собрали сначала все накиды, потом провязываем 2 петли с крючка и 1 воздушная петля. 2 столбика с накидом на крайние столбики нижнего ряда в узоре. Воздушная петля до следующей арочки. Довязываем 8 ряд до конца. Заканчиваем так же, как все предыдущие. Покажу еще раз пышный столбик. Связали воздушную петлю от первых 2 столбиков. Делаем накид. Провели рабочую нить. Второй накид. Вывели рабочую нить. Третий накид. Рабочая нить. И четвертый накид. Рабочая нить. Сначала собираем все накиды на воздушную петлю. Затем провязываем 2 воздушных петли с крючка и еще 1 петлю для арки внутри узора. 2 столбика, пропустив 1 столбик в нижнем узоре. Заканчиваем ряд всегда одинаково. Арка из 1 воздушной петли и соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю начальной цепочки, которая заменяет нам первый столбик с накидом. 3 воздушных петли подъема. И в 9 ряду мы вяжем верхнюю часть первого квадрата с шишечкой внутри. И поскольку нам нужно, чтобы наш круг для панамы увеличивался в ширину, расходился, мы будем провязывать прибавки одинаково. Дальше мы будем делать точно так же прибавки по такому же принципу. Провязываем на каждой начальной столбике по 1 столбику с накидом, а на арку из 1 воздушной петли провязываем 2 столбика с 1 накидом. Первый, второй. На воздушную петлю над пышным столбиком провязываем 1 столбик с накидом. На арку из 1 воздушной петли 2 столбика с накидом. И дальше на каждый столбик по 1. 1 воздушная петля и переходим к вязанию следующего сектора. Итак, 7 столбиков с 1 накидом у нас получилось в начале вязания квадратного элемента. И 9 столбиков у нас получилось в вязании этой стороны квадрата, потому что мы провязали на воздушную петлю не по 1 столбику, а по 2. В следующий раз прибавки мы будем делать таким же образом. А сейчас довязываем на каждый сектор по 9 столбиков с накидом. 3 воздушных петли вместо первого столбика в ряду у нас есть. Вяжем 4-ю петлю, это воздушная петля арки, пропускаем 1 столбик внизу и в 3-й провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля, внизу пропустили столбик, 3-й столбик ряда, воздушная петля, внизу пропустили столбик, на следующий вяжем столбик с накидом. И получилось, что у нас на 9 столбиках с накидом
провязаны 5 столбиков с накидом через одну воздушную петлю. Воздушная петля для арки между секторами. И также провязываем следующий сектор. Воздушная петля, столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. Довязываем так до конца ряда. Заканчиваем так же, как обычно. 11 ряд вяжем точно так же, как вязали первый ряд квадрата, только количество окошечек у нас теперь больше. 3 воздушных петли, столбик на арку из одной воздушной петли, следующий столбик на предыдущий столбик ряда, далее в арочку, затем на столбик, снова в арочку, снова на столбик, снова в арочку и снова на столбик. Так же, как и в 9 ряду, у нас получилось 9 столбиков с накидом. 1 воздушная петля и вяжем в следующем секторе узора также 9 столбиков. Первый квадрат у нас начинался с 7 столбиков с накидом, второй квадрат начинается с 9 столбиков с накидом. Вяжем так до конца ряда, заканчиваем ряд, как обычно. Вяжем 12 ряд. 12 ряд вяжется по такому же принципу, как и средний ряд предыдущего квадрата. С краю провязываем 3 столбика с накидом, в середину провязываем пышный столбик, 2 остаются свободными. И на оставшиеся 3 столбика провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик у нас есть, провязываем еще 2 столбика с накидом, первый, второй, воздушная петля, 1 столбик внизу пропускаем, на средний провязываем пышный столбик из 4 накидов, собрали накиды, провязали 2 воздушных петли и 1 петля для арки, 1 столбик пропускаем и на последние 3 столбика с накидом вяжем следующие 3 столбика узора. 1 воздушная петля и повторяем все то же самое для следующего сектора. 3 столбика с накидом, воздушная петля, пышный столбик на серединку квадрата, собрали, провязали 2 воздушных петли и 1 для арки и 3 столбика в конце. Первый, второй, третий. Я закончила вязание 12 ряда и хочу показать вам примерные замеры изделия в нерастянутом виде. Вот на данный момент это примерно 14 сантиметров. При вязании 3-го ряда квадрата, так же как и в первом квадрате, на арке из 1 воздушной петли перед пышным столбиком и после пышного столбика мы провязываем 2 столбика с накидом. В начале квадрата у нас на 3 столбиках по 1, 3 столбика с накида, на арку из воздушной петли 2 столбика с накидом, на воздушную петлю над пышным столбиком 1, в арку из 1 воздушной петли 2 и на следующие 3 столбика по 1 столбику с накидом. И наш квадрат по третьей стороне снова прибавил 2 столбика с накидом. В начале квадрата у нас было 9 столбиков с накидом, теперь 11 столбиков с накидом. Воздушная петля и вяжем квадрат следующего сектора, 3 столбика с накидом, 2 столбика в арку, 1 столбик над пышным столбиком, 2 столбика в следующую арку и 3 столбика на 3 столбика нижнего ряда. Воздушная петля. Переходим к 3-му сектору. Довязываем ряд до конца. Я закончила вязание 13 ряда и хочу показать, как изменился у меня диаметр панамы.
На данный момент это уже практически 17 сантиметров. Мы закончили вязание второго квадрата, и теперь у нас снова ряд из арочек по одной воздушной петле. Если перед квадратом у нас было 4 арки, то сейчас с большим количеством столбиков у нас получится 5 арок, 3 воздушных петли подъема, 1 воздушная петля для арки, пропускаем столбик внизу, провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля, снова пропускаем столбик по низу, столбик с накидом. Итак, вяжем до конца первого сектора. И у нас получилось 5 арочек, 5 клеточек. Воздушная петля и арка между секторами. И продолжаем так до конца ряда. Это мы вяжем 14 ряд. Заканчиваем 14 ряд. В 15 ряду вяжем первую сторону третьего квадрата. По такому же принципу, как мы вязали первые стороны первых 2 квадратов. 1 столбик в арку, 1 на столбик предыдущего ряда. 1 столбик в арку, 1 столбик на столбик предыдущего ряда. И если у нас 11 столбиков в нижней стороне предыдущего квадрата, 11 столбиков получится и в верхней, в первой стороне третьего квадрата. Одна воздушная петля между секторами. И продолжаем так до конца 15 ряда. Столбик на столбик, столбик в арочку. Столбик на столбик, столбик в арочку. Всего 11 столбиков в первой стороне квадрата в каждом секторе. Продолжаем так до конца ряда. 16 ряд или средняя часть третьего квадрата вяжется по такому же принципу, как и у предыдущих 3 квадратов. Средние 3 петли остаются для провязывания центрального мотива. 1 петля свободная, на середину пышный столбик и следующая петля свободная. И получается, что при 11 столбиках мы провязываем 4 столбика в начале, 4 столбика у нас будут в конце и 3 столбика у нас для центра. Воздушная петля, столбик пропустили, пышный столбик из 4 накидов, собрали, 2 петли провязали, 1 для арочки и 4 столбика на последние 4 столбика предыдущего ряда. 4, 1 столбик пропускаем, на серединку, на 6-й столбик пышный столбик и на оставшиеся 4 снова по столбику. Довязываем 16 ряд до конца, заканчиваем так же, как обычно. Я довязала 16 ряд, и сейчас примерный диаметр моей панамы 18 сантиметров. Примерьте панаму к своей голове. Вот в таком виде панама на моей 55 сидит более чем свободно. То есть вот в таком диаметре 50 на 56, даже на 57 размер, если у вас похожий диаметр у панамы, это более чем достаточно. И поэтому в арку между столбиками и пышным столбиком я провязываю по 1 столбику с накидом. Итак, на первые 4 столбика провязываем 4 столбика с накидом. В арку из 1 воздушной петли провязываем 1 столбик с накидом, 1 столбик на пышный столбик, следующую арочку 1 столбик и 4 столбика на следующие 4 столбика нижнего ряда. В этом ряду прибавки нету. Довязываем так до конца ряда. 18 ряд вяжем точно так же, как вязали 14 ряд. У нас здесь также 11 столбиков, как и в 17 ряду.
3 воздушных петли подъема, 1 для арки, внизу столбик пропускаем, вяжем столбик с накидом. Воздушная петля, пропускаем по низу столбик, столбик с накидом. И также у нас получится 5 арок, 5 клеточек над сектором. Вяжем до конца 18 ряда. И теперь перехожу к вязанию 4 квадрата в секторе. 19 и 20 ряд 4 квадрата будут точно такими же, как у предыдущего квадрата. А вот в третьей стороне этого квадрата мы на арке из одной воздушной петли будем провязывать по 2 столбика с накидом. То есть первые 2 ряда идут без изменений, а третий ряд с прибавкой. Вяжем сейчас первый и второй ряд 4 квадрата. 11 столбиков с накидом и такая же серединка, как у третьего квадрата, без изменений. И встречаемся мы с вами не в конце 19 ряда, а уже после того, как провяжем 20 ряд, точно такой же, как в середине предыдущего квадрата. Я провязала 19 и 20 ряд точно так же, как мы вязали ряды 1 и 2 у третьего квадрата. Как я и говорила, третий ряд этого квадрата у нас будет с прибавкой парочки из одной воздушной петли. Провязываем первые 4 столбика с накидом без изменений. В арку из одной воздушной петли провязываем 2 столбика с накидом. Над пышным столбиком провязываем 1 столбик. В следующую арку из одной воздушной петли снова 2 столбика с накидом. И на оставшиеся 4 столбика нижнего ряда провязываем по 1 столбику с накидом. Получается, что мы снова прибавили 2 столбика. И у нас теперь не 11 столбиков в третьем ряду квадрата, а 13. Вяжем так до конца ряда по 13 столбиков с одним накидом, последний ряд квадрата. Я закончила вязание 21 ряда, и следующий ряд у нас ряд из арочек с одной воздушной петлей. Вяжем 1 воздушную петлю для арки и провязываем арки, пропуская по 1 столбику внизу через 1 воздушную петлю. В этом ряду у нас получится на 1 арку больше, чем в предыдущий раз. В прошлый раз у нас было 5 арок с 1 воздушной петлей. В этот раз у нас получается 6 таких арочек. И 1 арочка между секторами. 6 арок после стороны квадрата, 1 арка между секторами. Провязываем 22 ряд до конца и переходим к вязанию последнего квадрата. Закончили 22 ряд, переходим на вязание 23-го. В 23 ряду мы вяжем первую сторону от последнего квадрата. В ней точно так же, как и в третьей стороне предыдущего квадрата, 13 столбиков с накидом. 1 провязываем в арку из 1 воздушной петли, другой на столбик предыдущего ряда. Всего 13 столбиков. Также между секторами 1 воздушная петля и далее снова 13 столбиков для первой стороны последнего квадрата. В арку из 1 воздушной петли и на столбик предыдущего ряда. Довязываем 23 ряд до конца и переходим на вязание следующего, так же, как всегда. Закончили 23 ряд, переходим на вязание 24 ряда. Это средняя часть квадрата, в которой мы провязываем 5 столбиков с накидом, 1 воздушная петля. Пропускаем 6-й столбик, в 7-й провязываем пышный столбик с 4 накидами, 3-й накид, 4-й накид, объединили, провязали 2 воздушных петли, воздушная петля после пышного столбика, пропускаем 1 столбик в нижнем ряду и на оставшиеся 5 столбиков вяжем 5 столбиков с накидом. Одна воздушная петля для арки между секторами панамы. 5 столбиков до пышного столбика и 5 столбиков после пышного столбика. Довязываем 24 ряд до конца. Довязали 24 ряд, переходим к вязанию 25 ряда. Провязали первые 5 столбиков с накидом,
на столбике с накидом предыдущего ряда. В арку до пышного столбика провязываем 2 столбика с накидом. Первый, второй. Над пышным столбиком 1 столбик с накидом. И после пышного столбика в арку 2 столбика с накидом. На следующие 5 столбиков провязываем по 1 столбику с накидом. Одна воздушная петля и переходим к вязанию стороны следующего квадрата. Так мы прибавили еще 2 столбика к 13, и у нас получилось 15 столбиков с накидом к последней стороне последнего квадрата. Довязываем ряд до конца. Закончили вязание 25 ряда, переходим на вязание 26. Поднялись на 3 воздушных петли и 1 для арочки. Провязываем столбики с одним накидом через одну воздушную петлю. И таких арочек у нас теперь получается после квадрата 7. И 1 арочка между секторами. Провязываем так до конца ряда. С квадратами мы закончили. И теперь приступаем к обвязке края панамы. Поднялись на 3 воздушных петли. И теперь в каждую арочку провязываем по 2 столбика с одним накидом. Можно использовать вариант провязывания 1 столбика в арочку и 1 столбика на столбик предыдущего ряда. Мне нравится больше, когда провязано по 2 столбика в каждую арочку. Первый, второй, первый, второй. Довязываем так до конца ряда. И у нас останется еще 2 рядочка. Заканчиваем 27 ряд соединительным столбиком с 3 воздушной петлей цепочки. Делаем 1 воздушную петлю подъема. И теперь по всему ряду проходим столбиками без накида. Вяжем столбики плотненько. Последние 2 ряда у нас будут служить креплением края. Довязываем так до конца ряда. Довязывая 28 ряд, вспомнила сказку, когда Настенька просила солнышко не садиться и подождать, когда она закончит свою работу. Вот и сейчас точно так же солнышко уже садится, а мы с вами успеваем довязать нашу замечательную панаму. Заканчиваем 28 ряд соединительным столбиком с петлей подъема и переходим на вязание последнего ряда. Я считаю, что очень важно его провязать. Это ряд соединительных столбиков по краешку предыдущего ряда. Под каждую полупетлю верхнюю мы провязываем соединительный столбик. Заходим крючком под каждую полупетельку каждого столбика и провязываем соединительный столбик. Вот эти петельки должны быть провязаны достаточно плотненько. Они не должны край панамы расширять, они его должны укреплять. И у нас с вами получится очень серьезный такой толстенький крайчик. Вот вы видите разницу, может быть. Сейчас я попробую по-разному показать. С соединительными столбиками какая толщина края и без соединительных столбиков какая толщина края. Этот краечек не только укрепит поля панамы, но и придаст более серьезный вид, более профессиональный вид. Итак, проходим под каждую верхнюю полупетлю столбика без накида плотненькими соединительными столбиками. И получается очень аккуратно, презентабельно, и краечек панамы будет более плотненьким. Ну, я думаю, я сумела вам показать визуально разницу с соединительными столбиками и без них. Это 29 ряд. Довязываем до конца. Прошли полный круг с соединительными столбиками. Обрезаем нить и выводим нить на лицевую сторону. Заправляем ниточку в иголочку. Проходим иглой по первым соединительным столбикам ряда.
И возвращаемся в центр последнего соединительного столбика, проходя все поле насквозь. Теперь можно сделать узелок за ближайшую удобную нитку. Я выбираю для этого всегда ниточки внутренней цепочки. И осталось спрятать в столбиках без накида хвостик нити. Несколько сантиметров прошли вперед, расправили. И теперь ниточку можно обрезать. Общая длина моей панамы 21,5 сантиметр. Если так мерить, то 29 сантиметров. От угла до угла 34,5 сантиметров. Так что я вам скажу, эта панама на любой размер. Сейчас примерила. Такая панама будет хорошо смотреться на любой голове. 55, 56, 57 размера. Вот эти мерки годятся для любого размера головы. Так, вот сейчас я ее сравню с первой. Это новая панама, которую я связала раньше. Одинаково. То есть то, что мы видим на манекене, и то, что мы с вами связали, это одно и то же. Можно пробовать и вот такой вот вариант тоже, с небольшими изменениями. Кому нужна большая вентиляция, вот можете сделать скрин и увидеть небольшие изменения в узоре, чтобы клеточки были побольше. Поздравляю вас с обновой. С вас лайк и комментарий. Ажурный магазинчик.